Маленькую собачку 7 раз забирали с приюта для животных и каждый раз с ужасом возвращали обратно. Когда сотрудники питомника узнали истинную причину этого, то были просто в шоке. Маленький Бенджи был замечательной 4-летней собакой полной жизни. Вот только у малыша была очень печальная история. Питомец искал новый дом с тех пор, как он был щенком. Обычно щенков люди берут к себе домой гораздо охотнее, чем взрослых особей, но в данном случае все было иначе. Каждый раз, когда для Бенджа находились новые счастливые хозяева, повторялась одна и та же ситуация. Пса возвращали в приют максимум через несколько дней. За довольно короткую жизнь питомца это происходило уже 7 раз. Сотрудники питомника ломали голову, почему никто не хотел оставлять у себя ласковую, игривую собачку, с которой не должно быть особых хлопот. Как ни странно, люди никогда толком не объясняли причин своего отказа. Они спешили поскорее оставить малыша в питомнике и уехать, отделавшись какой-нибудь нелепой отговоркой. А несчастный Бенджи в течение нескольких недель выглядел очень грустным и подавленным и никак не мог прийти в себя после очередного отказа. Ведь счастье от обретения нового дома у питомца по непонятной причине вновь сменялось холодными стенами и небольшими клетками старого приюта. Бенджи чувствовал себя так, будто от него уже 7 раз подряд отворачивался новый друг, который еще несколько дней назад был готов носить маленькую собачку на руках. Весь персонал питомника также очень переживал за малыша, даже не догадываясь об истинных причинах всего происходящего и не зная, как можно ему помочь. Это тем более было крайне нелогично, так как Бенджи был одной из самых ласковых, игривых собак в приюте, который просто обожал находиться в компании людей. Даже с незнакомыми людьми, маленькие, пушистые. Комочек всегда быстро находил общий язык и буквально заставлял влюбиться в себя, а его бесконечной энергии мог позавидовать любой спортсмен. Однажды Кларе, одной из сотрудниц питомника, пришла в голову необычная мысль забрать к себе домой, чтобы своими глазами посмотреть, как поведет себя Бенджи вне стен приюта. Это, возможно, наведет на мысль, почему люди всегда отказывались от всеми любимого пса. Конечно же, Бенджи воспринял переезд с энтузиазмом. Уверены, что Клара, которую он каждый день видел в питомнике, решила навсегда забрать его к себе домой. При этом сама девушка немного волновалась и беспокоилась о том, как пройдет их необычный эксперимент. Возможно, Бенджи за пределами питомника превращается в крохотного монстра, который устроит в ее доме настоящий погром или будет вести себя крайне агрессивно по отношению к членам ее семьи. Вот только выяснить это можно было только опытным путем, оказавшись на новом месте. Бенджи не сразу решился выйти из переноски. Помня весь тот печальный опыт, через который он прошел за последние годы, когда, наконец, питомец выбрался наружу, то долго с каким-то подозрением обнюхивал окружающие предметы, будто ощущая скрытую угрозу. Однако пес быстро выяснил, что беспокоиться не о чем, и стал гораздо более доверчивым, особенно видя рядом с собой это хорошо знакомую ему Клару. К Бенджи вернулся его игривый характер. Он начал радостно лаять и носиться по комнате, словно в нем был бесконечный запас батареек. Клара улыбнулась и успокоилась, решив, что дело было в недовольных хозяевах, которые по каким-то личным причинам каждый раз возвращали бедняжку в приют. Уставшая за этот бесконечно длинный день, хозяйка решила принять ванну и открыла дверь в коридор, откуда тут же появился ее домашний пес Максвелл, который был в несколько раз больше крохотного Бенджа. Максвелл уверенно зашел в комнату, совершенно не обращая внимания на низкорослого гостя. Вот только Бенджи при виде другого пса словно обезумел. Он начал скалиться, злобный, рычать, очень грозно лаять. Для своих размеров Бенджи выглядел довольно устрашающим. Кларе пришлось вывести Максвелла в коридор и закрыть дверь, после чего Бенджи быстро успокоился. Я уже через несколько минут так же резво носился по комнате. В этот момент Клара, наконец, все поняла. В течение следующих нескольких дней она собрала всю информацию, смогла найти о предыдущих владельцах Бенджи и даже позвонила некоторым из них, чтобы подтвердить свои опасения. Как оказалось, во всех семьях, которые пытались приютить Бенджи, были другие домашние животные. Присутствие других питомцев мгновенно активировало у Бенджа защитную реакцию, которая выражалась в крайне агрессивном поведении. Неудавшиеся новые владельцы были вынуждены вернуть Бенджи в приют, причем никто из них не рассказал сотрудникам правду. Дело в том, что в Америке находящихся в питомниках животных, которых признали агрессивными, сразу же усыпляют. Естественно, люди не хотели такой печальной участи для Бенджа.
Осознав это, Клара решила во что бы то ни стало спасти малыша и помочь ему научиться более спокойно относиться к другим животным. Хотя девушка совершенно не рассчитывала на успех, сначала хозяйка позволяла Бенджи видеть Максвелла на значительном расстоянии. Первые дни малыш злобный лаял, но затем он стал реагировать все более и более спокойно на появление большой собаки. Решив, что уже пора, Клара, наконец, пустила в комнату, где поселился Бенджи. Несмотря на беспокойствие девушки, на этот раз Бенджи спокойно подошел к старшему собрату и долго его обнюхивал, а затем активно завилял хвостом, словно приглашая Максвелла поиграть. Сердце Клары жалось от радости. Собаки дружно играли весь день, а под вечер уснули рядом, свернувшись калачиком. Это было очень трогательно. Вот только через несколько дней Бенджи нужно было возвращать приют. Клара, для которой маленький пес за это время стал словно родным, поняла, что она не сможет этого сделать. Девушка решила оставить собачку у себя, ведь он и так уже достаточно натерпелся за свою жизнь, а маленький Бенджи наконец-то обрел здесь свой новый дом. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!